Я была в какой-то глубокой депрессии, потому что мне казалось, что все, моя жизнь на этом окончена. Отправилась на пособие по безработице. В 2023 году я купила франшизу, осенью открыла уже физический магазин. Украшение с натуральным камнем, которого больше нигде ни у кого в мире нет. У меня на кольце написано «Душнила». Бренд от женщин, для женщин и про женщин. Бизнес, да, это тоже мой ребенок, и я абсолютно так к нему отношусь. Представьте, вы переезжаете в Германию, работаете в Шарите, ждете подтверждения вашего диплома врача, и вам говорят «нет». Именно в этой точке ноль оказалась наша гостья сегодня. И вместо того, чтобы сдать позиции, она сделала совершенно неожиданный шаг. Она открыла свой ювелирный магазин по франшизе. Без опыта, без подтвержденного диплома и в новой стране. Сегодня она поделится, сколько это стоило, какие ошибки она проходила, и как ее ювелирный магазин развивается сегодня и строит коллаборации. Анна, привет. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла из врача в предпринимателя? Привет, спасибо за приглашение. Правда, очень приятно. Мы переехали в Германию в 2017 году, и изначально история была из разряда «слабоумие и отвага». Мы очень хотели переехать именно в Германию. А у меня муж разработчик, айтишник, и мы знали уже, что Берлин — это такая столица стартапов, и точно можно найти работу. А я врач по базовому своему образованию. Я работала в Москве в центре Димы Рогачева, такой детский онкологический центр, и знала профессоров отсюда, соответственно, были знакомы. Поэтому мы решили, что надо ехать во что бы то ни стало. Получится, получится, не получится, вернемся обратно. Собственно, как вы видите, мы не вернулись, и все получилось. Муж очень быстро нашел работу. Я выучила немецкий язык за год. Прошла здесь госпитацию, то есть это практика в клинике. Собственно, она у меня была в Шарите. И по окончанию этой госпитации мне предложили работу. Я на тот момент ждала подтверждения диплома, я сдала документы все. За это время я успела почти 2,5 года отработать в Шарите, в том числе врачом, консультирующим детским онкологом. Получила временное разрешение на работу, но, к сожалению, мой диплом мне не подтвердили. И к тому моменту, это был уже конец 2021 года, я поняла, что я не очень готова начинать свой путь врачебный с нуля, потому что я уже достаточно много лет в этой системе, много уже всего прошла, и поняла, что, в общем, я выгорела, призналась себе в этом и отправилась на пособие по безработице. Потому что я не продлила контракт в Шарите. Я была в какой-то глубокой депрессии, потому что мне казалось, что все, моя жизнь на этом окончена, профессиональный путь закрыт. Все это время на фоне существовал блог, который родился вместе с моей дочкой в 2015 году. И сначала он существовал в такой платформе, которая нынче называется Mom's Life, когда-то она называлась Преги. Набрала какие-то там первые 2-3 тысячи подписчиков, и в тот момент перешла в Инстаграм. И вот примерно с этого момента я считаю себя блогером. То есть у меня все время это было вот такое... Я делаю то, что люблю, я делюсь, люди ко мне приходят, но когда я переехала в Германию, я начала писать больше про Германию, про то, как здесь устроена жизнь. Наверное, я как-то нескромно скажу, что я была одной из первых блогеров в Германии русскоязычных, кто начал работать официально, да, что называется. То есть я зарегистрировалась как блогер. Официально у меня есть бумажка, на которой написано, что я блогер, я плачу налоги и все такое прочее. Когда я ушла из Шарите, очень во многом меня поддержал блог. И в тот момент абсолютно случайно я нашла для себя работу, в которой я работаю сейчас. Вот буквально с понедельника я возвращаюсь на свой full-time job, научные исследования в фарме. Вот. То есть помимо того, что я бизнесмен-блогер, у меня есть еще 40 часов в неделю full-time job. Как я все это успеваю? Секрет. Я наставник по тайм-менеджменту и планированию. В 2021 году я поняла, что это моя сильная сторона, что это было всегда со мной. Я училась в 2 университетах параллельно, я занималась большой социальной деятельностью, волонтерством, вокалом. В общем, всегда в моей жизни все время было что-то параллельно. То есть я никогда не жила чем-то одним. Ну а как я пришла к бизнесу, собственно, то, о котором мы будем говорить сейчас, все эти годы, еще даже живя в России, я любила бренд, который назывался Jerusalem Bazaar. В 2013 году я выходила замуж в украшениях этого бренда, что тогда было, например, для моей семьи просто каким-то взрывом мозга, потому что это украшение из серебра и натуральных камней, никаких бриллиантов, никаких там дорогих украшений, но это то, что
очень сильно отзывалась мне по ценностям, по красоте, по эстетике, по всему. Тогда это был еще очень молодой и амбициозный бренд. И его основательница Таня Либерман, это был один из первых 3 людей, на кого я подписалась в Инстаграм. И, собственно, в 22 году она объявила о том, что она хочет открывать франшизу. И очень так красиво зашла в своем сторителлинге про то, что Берлин был бы идеальной локацией для этого. Ну и к тому времени у нас с мужем уже была школа иностранных языков онлайн. Ну, точнее, она как бы больше этим занимался муж, я поддерживала его, естественно, с рекламой, там, с каким-то маркетингом. Мы не преподавали, мы только как основатели, мы не занимались преподаванием языка. Мы хотели уйти в какой-то более твердый офлайн бизнес, искали, что это, консультировались с другими бизнесменами. И, в общем, вот эта идея с франшизой, она как бы вот прям легла вообще на всю эту историю. И муж сказал да, потому что он тоже знал, кто такая Таня Либерман, он знал ее историю, тоже ее фоловил, и поэтому мы как бы вот пошли на это. Ну и, собственно, вот в 2023 году я купила франшизу, осенью открыла уже физический магазин. Получается, какая сумма стартовых инвестиций у вас была? Ну, в общей сложности, я думаю, что мы перевалили за 100 тысяч, но они просто были уже более растянуты во времени. То есть, ну, как бы первичные инвестиции были около 100 тысяч. Плюс еще на товар, плюс еще сотрудники, ну, там какой-то, не знаю, подушка безопасности для бизнеса. Все равно очень растянуто. Больших сумм, которые заводились как инвестиция, было 4 транша, и они были в течение 2023 года растянуты. И, в принципе, мы практически с самого начала начали работать онлайн, сайт начал работать, и у нас были какие-то доходы, поэтому не так, чтобы мы только тратили. То есть все равно у нас какие-то доходы уже шли. Они окупали сотрудников первые месяцы, пока не было магазина. Потом, когда магазин открылся, конечно, уже там и аренда добавилась, и ставки другие стали у сотрудников. А как долго искали помещение для магазина? Я, наверное, могу похвастаться тем, что мы нашли его достаточно быстро для Германии. Мы искали около 2 месяцев. То есть у нас, во-первых, были со стороны франшизы определенные параметры, в каких районах должен располагаться магазин. То есть у меня сразу было понимание, что это должен быть либо Пренслау Берг, либо Западный Берлин. Очень эгоистично, потому что я здесь живу. В Пренслау Берге были свои минусы, потому что все, что мы смотрели, это был старый фонд. Я уже сама просто как человек, который жил в старом фонде, я понимала, какой это, ну, во что встанет ремонт. Не было, на самом деле, вот той, которая бы прям была вот зажгла бы, так скажем. И в Западном Берлине мы тоже рассматривали, и вот, собственно, та локация, где мы сейчас располагаемся, это и есть Западный Берлин. Она была одной из 5, наверное, локаций первых, которые мы посмотрели, она нам сразу понравилась. И большой плюс был в том, что мы снимаем у компании. Мы снимаем не у частного лица. Соответственно, как раз-таки, возвращаясь к теме налогов, да, то есть можно уменьшать налоговую базу, то есть с чего ты платишь налоги, когда ты что-то покупаешь у других с налогом, да, то есть ты как бы вообще такая игра «я тебе, ты мне». Вот. Ну и, соответственно, вот наша арендная плата, она тоже идет на компанию с 19% налогом, поэтому по факту она мне стоит на 19% меньше, чем я плачу. То есть, получается, если есть какая-то услуга между двумя юрлицами, то налог платит только одна сторона. Нет, налог платится. Смотри, получается, что я просто потом возвращаю, не то чтобы возвращаю, я уменьшаю этим налогооблагаемую базу. Я поняла. Налоговый вычет. Да-да-да. То есть если у меня аренда стоит 100 евро, то я плачу на 19 евро меньше. То есть мне налогов я заплачу на 19 евро меньше, потому что это уходит в мои траты. Мало того, что в траты, так еще и в налоги. Ну и так, собственно, в каждом, там, я не знаю, я купила, не знаю, там, туалетную бумагу и в ДМ, да, и мне там дали счет, и там тоже будет стоять налог. Этот налог тоже будет вычитаться и уменьшать мою базу. Оборачиваясь на 2 года назад, я могу сказать, что это было лучшим решением, потому что мы снимаем у компании. Все проблемы с помещением, которые возникают, решаю не я, а решает компания. Пожарные какие-то вещи, да, там обеспечение вот этим всем занимаюсь не я, а мой арендодатель. Даже что касается ремонта, то есть я знаю, что ремонт это априори дорого, да, то есть, в принципе, где бы то это ни было. Мне ремонт обошелся в очень маленькую сумму, потому что арендодатель сдавал
помещение, он должен был его сдать с покрашенными стенами, со сделанным полом. Ну, тут можно, конечно, похвалить в очередной раз себя и сказать, что это мои коммуникативные способности помогли. Наверное, отчасти, да. Я пришла к ним с проектом и сказала, ну, смотрите, вы мне сделаете сейчас абы какой пол. Я его приду, сниму и залью свой. Зачем тратить ваши деньги? Может быть, вы мне сразу сделаете тот пол, который нужен мне. И они сказали, давайте. Вот. Потом тот же самый разговор был про стены. Я им сказала, что вы мне сейчас покрасите абы каким цветом. Зачем? Если у меня есть определенный цвет по понтону, которым мне нужно покрасить стены, покрасьте, пожалуйста. Единственное, за что я действительно заплатила, у нас есть такие ниши красивые из гипсокартона. Вот за эту конструкцию я заплатила и за, собственно, покраску в наш корпоративный цвет, за стоимость этой краски, колора и так далее. Но это сильно было дешевле, чем если бы я это делала полностью с нуля, ну, весь ремонт. Вся техника, кухня, там, в общем, все, что нужно, тоже было от арендодателя уже обеспечено. Я только купила обеденный стол и стулья для сотрудников, чтобы обедать, и все. Потрясающе. Все-таки есть большие плюсы в том, чтобы покупать, ну, точнее, снимать не в старом фонде, а в новом. Это прелесть, конечно. Слушай, очень круто. Звучит как сказка для предпринимателя. Скажи, пожалуйста, как ты как бы умудрилась получить? Ты наманифестировала, как это модно говорить, или ты просто за счет блога нашла какое-то помещение и тебе посоветовали? Как эта магия случилась? Мы посмотрели очень много помещений, то есть я не вспомню сейчас, какое количество, ну, там, условно, 15-20, наверное, помещений мы отсмотрели. Естественно, это для того, чтобы отсмотреть такое количество помещений, нужно было подать соответственное количество заявок. Да, то есть это мое потраченное время, мое упорство, мое... Вот у меня есть кольцо, на котором написано «душнило». Это мое второе «я». Да? То есть вот чтобы найти такое помещение, нужно было немножко подушнить на сайте поиска помещения, да, там пропылесосить, постоянно искать. И даже уже когда мы были на этапе практически там подготовки договора с этим помещением, я все равно задним мозгом понимала, что надо все равно еще следить, а вдруг какая-то там вот, значит, жемчужинка сейчас найдется. Я смотрела, но вот ничего лучше не нашлось. Усердие, мне кажется, усердие, и вот, ну, как бы, когда ты бьешь в одну точку, да, рано или поздно ты эту стену сломаешь. Вот, мне кажется, как бы только так. А ты вот взяла и показала на своем пальчике кольцо. Это вот кольцо вашего бренда? Да, это кольца нашего бренда, которое называется «Кольца истории». История про историю, да, то есть когда ты можешь написать что-то важное для... Ну, у меня, собственно, вот здесь есть, посмотреть, у меня и медальоны есть, и кольца. Это украшение, которым ты носишь что-то самое сокровенное для тебя или что-то для тебя очень важное. Например, у меня на кольце написано «Душнила», да, это мое второе «я», и здесь... Сокровенное. Да, сокровенное. Здесь написано «Арда», как мой один из детей. У меня также есть другие кольца с именами детей. Медальон — это чуть более новая история, которая появилась только в прошлом году. Вот, например, у меня здесь написано «Имена детей». На другом у меня вот здесь написано, поскольку я большой фанат Гарри Поттера, здесь у меня написано «Expecto Patronum». У меня свой смысл заложен, что вот некий патронус, который охраняет моих детей, помимо там крестика, который я ношу в невидимом формате. И еще у меня есть еще один, на котором написаны координаты Берлина и сердечко, да, то есть Берлин вот с этими координатами украл мое сердечко. Каждый может написать что-то свое. Можно написать признание маме и подарить его маме, да, можно написать, сделать парные кольца или парные подвески и подарить там лучшей подруге или сестре. Ну, то есть здесь такой большой спектр фантазии и выражения того, что для вас важно. Слушай, а ты так много показала медальонов. Сколько у тебя детей и как их зовут, сколько им лет? Можешь, пожалуйста, поделиться? Настоящих детей у меня 2. Но у меня еще есть собака, который тоже псы. И у меня, ну, вот бизнес, да, это тоже мой ребенок, и я абсолютно так к нему отношусь. У меня 2 дочки, 10 лет и 15 месяцев. Завтра вот будет 16. Старшая Даша, младшая Юля и собака Чуви. Хочу спросить про вот этот вот, скажем так, идею и концепт
ювелирного бизнеса. Вот я, например, я вообще очень как бы плохо ношу, честно скажу. Я тот человек, который очень долго не понимал, в принципе, украшения. Поэтому хочу узнать, как вообще вот вы передаете концепцию там, бренда людям, потому что мне это тоже очень сильно импонирует. Бренд, наверное, самая большая ценность, которую мы несем, это то, что мы бренд от женщин, для женщин и про женщин. И если, например, в какие-то дорогие бренды, там, не знаю, если, ну вот условно у Tiffany, да, у нас ассоциируется с тем, что это то украшение, с которым там женщина ожидает, что мужчина сделает ей предложение с кольцом от Tiffany, например, или там Cartier, да, то мы бренд про то, что женщина сама приходит и сама себе покупает украшения. И это украшение якоря. Вот у нас сейчас последний бум этого года. Я получила гражданство. Я получила гражданство и пришла себя наградить за это, да, там вот, например, там тоже девочки-айтишницы или кто, неважно, даже это не в профессии дело, а то, что апофеоз моей иммиграции, получения немецкого гражданства, и я пришла себя наградить за то, что я такая молодец. Я получила повышение, я родила ребенка, все вот эти вот истории с персонализированными украшениями, какое-то достижение в жизни. Да? Ну, чаще всего делают даты. Даты либо свадьбы, либо дни рождения детей. На этих украшениях самое частое, что пишут. Вот из последнего девушка прилетела из Японии на марафон берлинский, и вот она, чтобы себя замотивировать, она пришла за украшением, и, ну, мы не знаем, к сожалению, чем закончился ее пробег, какое там она место заняла или что, результат, но вот буквально за сутки до марафона она пришла, такая, я пришла себе вот, значит, порадовать себя перед тем, что я побегу марафон. То есть, конечно, у нас приходят и покупают мужчины, естественно, да, но чаще всего это мужья или парни тех девушек, которые являются уже нашими клиентками. И для нас это очень важная ценность, что мы создаем комьюнити, и наше комьюнити называется At The Girls. Это вы знаете, ну вот как ты идешь по улице, или там ты приходишь на концерт, например, и ты видишь девушку, которая вот так вот держит, например, бокал, и у нее здесь кольцо, и ты знаешь, что это за кольцо. И ты уже сразу понимаешь, что она своя. И она увидит, что у тебя такое кольцо, и она тоже на тебя посмотрит, и вы обязательно переглянетесь, улыбнетесь друг другу. Это какой-то такой прям secret шифр, такое secret society, которое, ну, собственно, вообще ни разу не секрет, но это что-то, что тебя поддерживает. И поэтому мы очень часто проводим мероприятия, которые нашим ценностям созвучны. А наши ценности — это искусство, ну, то есть творчество, самовыражение, вот эта самозначимость, да, то есть что мы вот такие, самодостаточность. Самая классная аналогия, придуманная за все годы, что мы как жемчужина, да, то есть жемчужина живет, она формируется под воздействием внешних обстоятельств, там всего лишь какая-то песчинка, которая попала в ракушку, становится вот такой одной уникальной жемчужинкой, также и мы, да, вот эта песчинка, которую занесло в мир, вокруг нас бушует все что угодно, мы формируемся такие, какие мы есть, с какими-то своими там точечками, вырезами, неровностями, шероховатостями, но это то, какие мы есть, и в этом наша ценность. Самоценность имею в виду, да, что вот you are enough, такая, какая ты есть. Вот, то есть можно... И в этом выражается, собственно, философия украшений, что можно вот просто надеть белую футболку, любое наше украшение, и ты уже звезда, потому что у тебя уже такое украшение, которое тебя самовыражает, ты можешь сразу рассказать о нем, почему ты его выбрала, да, ну вот буквально ты меня спросила про мое кольцо, я тебе тут целую вообще на 5 минут лекцию развела, да, почему у меня именно эти кольца, почему на них написано именно это. Это то, что мы чаще всего слышим от наших клиенток, что украшение с натуральным камнем, оно меня отражает, потому что и там каждый уже подставляет свое, потому что кто-то покупает кольцо, там, например, с белым камнем, который называется беломорит, потому что оно напоминает о том, как девушка ездила с папой на Белое море. Далее кто-то там покупает, не знаю, там кольцо с опалом, потому что этот опал такого цвета, как море, у дома, где жила девушка там на Черноморском побережье. И таких историй просто же можно книжку целую написать только за наши 2 года работы, я уже не говорю за 15 лет, 16 лет бренда.
Окей, я поняла примерный концепт. Получается, вы переняли его от основного магазина и протранслировали на местный немецкий рынок. А кто ваша основная аудитория? Это немцы, русскоязычные или иностранцы? Да, действительно так. И поскольку бренд вырос и трансформировался изначально из магазинов в России, потом они открылись, и владелец переехал в Тель-Авив, и как часть франшизы мы обязаны выполнять условия франшизы, в которых заключается то, что мы должны нести те же самые ценности, транслировать все те же самые месседжи. Именно поэтому я и купила бренд, в Германии бренд принадлежит мне, потому что мне все это очень сильно отзывалось и в эстетично-визуальном виде, и по ценностям. Наша клиентура, наши клиентки, я бы сказала, 90, наверное, 5% случаев это русскоязычные девушки, кто живет в Европе уже очень много лет и наконец-таки получил доступ к возможности заказывать это без налогов, без там ожиданий долгих доставок и так далее. Либо те, кто давно знал, но не покупал по разным причинам, либо те, кто переехал в последние, опять же, годы, да, то есть какие-то там иммигранты последних лет, которые покупали и в магазинах в России, или покупали в Израиле, стали покупать в Германии, потому что это проще. Но и также мы сами, естественно, как нам проще завоевывать интерес у соотечественниц, просто даже через spread of word в русскоязычном сообществе. Но, тем не менее, у нас также есть и какой-то процент англо-немецко-говорящих клиентов, которые приходят к нам из ТикТока, которые приходят к нам из Инстаграма, от блогеров. Естественно, мы рекламируемся у блогеров не только у русскоговорящих. Какие-то мероприятия мы проводим, или мы где-то являемся спонсорами. Часть аудитории растет, не русскоязычная, я имею в виду, но все равно пока еще не является превалирующей. Конечно, в большей степени мы работаем на русскоязычную клиентуру. Какой период самоокупаемости от открытия? Это сложный вопрос, потому что немножко бизнес-модель не совсем сработала так, как было в финансовом плане изначально. Из-за того, что мы все еще завоевываем аудиторию, и у основного бренда история 15-летняя и свой каталог, да, клиентов, которые покупают давно по всему миру. Мы не можем диктовать условия клиенту идти заказывать только там, поэтому клиент вправе выбрать, да, где ему заказать, у нас или в Тель-Авиве, или в России даже кто-то заказывает. Поэтому мы еще все-таки про окупаемость изначальных инвестиций пока еще не можем однозначно сказать, когда это наступит. То есть это еще не наступило. Какая у вас примерная выручка в год? Ну, там, я понимаю, что это на самом деле вы только раскачиваетесь, за 2 года сложно говорить. Мне кажется, через 3 года уже какой-то более-менее стабильный, простите за англицизм, флоу идет, после которого ты уже можешь говорить, какая действительно уже стабильность. Но я бы сказала, наверное, не за выручку, а за оборот. Ну, я думаю, что где-то между 150 и 200 тысячами за прошлый год, но очень высокая cost of life компании, да, потому что аренда, потому что зарплаты, потому что куча каких-то вещей, которые ты должен бесконечно платить, как бы это ужасно не звучало. Слава богу, не было необходимости инвестиции пополнять. Иногда некоторые месяцы бывают в ноль. Все по-разному, да, потому что мы знаем, во всем ритейле есть цикличность месяцев, да, когда выручка лучше, когда выручка меньше. То есть мы знаем там исторически, что всегда в январь плохой месяц, и сентябрь во всем ритейле плохой месяц. Есть разные способы, опять же, чтобы это пережить. Мы их по возможности используем. Мы делаем выездные мероприятия, мы делаем какие-то мероприятия у нас. Не все мероприятия, которые мы делаем, направлены на продажи. Мы очень любим просто собирать девушек и вот эту ценность комьюнити передавать, потому что ценности сейчас, особенно там вот в настоящее время, как будто бы перевешивают вообще все остальное. Вот как только вы являетесь объектом обожания и уважения, да, то есть как будто бы вы становитесь тем, у кого есть фанаты, тогда вы можете свой результат трансформировать в финансовый результат. И вот, наверное, мы стараемся, конечно, эту ценность комьюнити подарить, особенно здесь, в эмиграции. Это то, за что
некоторые люди нам рассказывают, за что они держатся. Раньше покупала, а теперь я потеряла все. У меня, я приехала, там жена, ну, в основном жена айтишника, переехала сюда, у меня нет никого, и я знаю, что единственное место, где я могу найти себя из привычного мира, это прийти в магазин Адда. Просто побыть. Слушай, ты по-немецки уже как-то прям бегала. Я понимаю, что ты 9 лет уже живешь в Германии. Я понимаю, что тебе пока только 3, и, конечно же, я сравниваю себя. Ой, не очень правильно так делать, не делайте так. И хочу уточнить. Вот ты говоришь, что ты за первый год, когда переехала в Германию, ты выучила немецкий. Ты его выучила до какого уровня? B1, B2, C1, C2? Ну, смотри, выучила немецкий. Это, конечно, очень громко звучит, потому что я все равно до сих пор его учу, естественно. У меня была очень сильная мотивация. Я хотела стать врачом в Германии. Для того, чтобы стать врачом в Германии, нужно иметь C1, ну, то есть иметь сданный B2, подтвердить медицинский C1, и только тогда ты можешь получить временное разрешение на работу. То есть и предполагая то, что я работала в Шарите, не в шарашкиной конторе, работала на немецком языке, то как бы мой немецкий язык был нормальным для того, чтобы это осуществлять. Но что значит, я выучила его за год? Я ходила на интеграционные курсы. Это значит, что ты каждый день 4 часа сидишь на курсах. Я начала в феврале с А1-2 и закончила под Новый год в декабре, закончив Б2-2. Потом я пошла на курс подготовки к Б2 в январе, и там что-то в конце февраля, в начале марта я сдала Б2, и уже параллельно я готовилась вот к медицинскому немецкому. Сейчас, я думаю, у меня C1, ну, точно, потому что я работаю на немецком, я работаю в научных исследованиях, да, то есть как бы у меня академический язык, который я использую в письмах, в переписках, в документации и так далее. Как бы это все равно то, что ты... Вот я там с понедельника, да, возвращаюсь на свою работу, и я сейчас немножко даже вот думаю о том, чтобы месяц, наверное, вот в ноябре, может быть, немножко заниматься с преподавателем, потому что за время в декрете я не так использовала немецкий язык, как до этого. Естественно, у меня что-то в магазин ходишь, там где-то заказываешь еду, где-то с кем-то ты пообщался, но это не тот немецкий, который нужен на работе. Ну, B1, наверное, для того, чтобы... Ну, я считаю, для интеграции это важно, потому что, опять же, возвращаясь к теме детей, у тебя дети ходят в садик, у тебя дети потом пойдут в школу, родительские собрания, какие-то просто присутственные места, где тебе нужно объясняться на немецком. B1, наверное, это обязательный какой-то уровень, чтобы вот существовать комфортно в стране. И потом, после того, как ты, получается, адаптировалась, обустроилась на своей основной работе в Германии, вы пошли открывать свой первый бизнес, который про уроки немецкого языка. На самом деле, мы любим шутить, что это такой бизнес на коленке, который родился просто из нужды. В корону мой муж пошел, собственно, на такие же интеграционные курсы в январе 2020 года. Все мы знаем, что случилось потом. Желание изучать немецкий язык никуда не улетучилось, но школы закрылись. Вот. И, соответственно, сначала это было так, что он нашел преподавателя, начал заниматься, потом там мама, сестра, друзья тоже хотят учить немецкий, давайте вместе учить, и потом он такой, а что бы из этого не... Ну, то есть вот это вот реально буквально было так, вот давайте из этого сделаем школу. Пошел, зарегистрировал компанию, и, собственно, ну, и погнали. Вот, соответственно, потом, конечно, с разными обстоятельствами немножко трансформировалась подход, как бы так скажем, в школе. Сейчас у нас все учителя работают из Германии, и ученики в основном все из Германии. Кому нужно сейчас, да, подтянуть какой-то уровень или там те же самые интеграционные курсы пройти для гражданства, для вида на жительство, для чего угодно. Это такой бизнес, который родился, да, из нужды того, что самим надо было. Самим надо было учить. Как называется, если не секрет? Лингвотека называется. Слушай, понятно. А тебе вот этот опыт первого бизнеса как-то помогал уже с открытием Адды? Однозначно. Банально на уровне того, что вот эти все первые шаги, что нужно делать, чтобы открыть компанию, мы уже знали, потому что муж уже там за 3 года до этого пропылесосил весь интернет, и знал, как это делается, куда идти, что первое, что второе, что зачем следует, и уже были контакты специалистов, да, то есть мало того, что у нас уже был
налоговый консультант, который с нами работал, у нас уже был свой нотариус, который, мы уже к нему обратились там который раз. Было меньше стресса от того, что ты не знаешь, что делать, потому что самое страшное, когда ты не знаешь, куда идти и, то есть в какой последовательности действия выполнять. Получается, во время первого бизнеса вы протестировали основные процессы, и во время уже запуска Ады ты могла сконцентрироваться на том, чтобы это продвигать, на поиске помещения, на маркетинге и последующем продвижении. В целом, да, если так громко сказать, то да. Маркетинг, опять же, маркетинг и продвижение все равно весь первый год мы продвигались за счет того, что я, будучи блогером в Германии, имея какую-то свою базу знакомств среди таких же блогеров в Германии, потому что когда-то там еще до короны и в корону было очень много, не знаю, всяких мероприятий, которые мы устраивали онлайн, да, там каких-то обменов аудиторий. И большая база знакомств по Германии помогла мне в том, чтобы найти первые локации для мероприятий, в том, чтобы найти тех, у кого сделать рекламу, договориться с ними, да, и все такое прочее. То есть, конечно, весь прошедший опыт очень сильно, и мой блогерский, и наш бизнес-опыт в плане открытия, он очень сильно помог и поддержал на первых этапах. Получается, блог — это было очень большим подспорьем в твоем кейсе. Я думаю, да. Есть такой момент, что Таня Ливерман, основательница и дизайнер бренда, когда она приехала на открытие магазина в сентябре 23 года, в какой-то момент она сказала: я первый раз в жизни нахожусь на мероприятии, на котором не я центр внимания. То есть люди приходили на открытие магазина, потому что они приходили ко мне, а не к Тане. То есть к Тане, конечно, естественно, я не преуменьшаю ее роль абсолютно, к ней тоже приходили, но она даже тогда сказала, что мне даже немножко обидно, что не все подарки и цветы несут мне, а что их несут тебе. Я говорю, вот видишь, как мы классно сметчились, что такой у нас классный тандем сложился, да, что не просто я человек просто какой-то, который захотел открыть бренд, у которого не было какого-то социального бабла, на который можно опереться, да. И, в принципе, наша первая тестовая встреча с Таней была то, что я делала пробный поп-ап, чтобы посмотреть вообще аудиторию в Берлине. И на этом поп-апе я словила паническую атаку, потому что в какой-то момент люди не могли зайти в помещение, настолько было много людей. На тот момент, конечно, многие приходили на Таню, конечно. Но к моменту, когда мы делали открытие, мы уже, конечно, позвенели по Берлину, у нас уже было несколько мероприятий до этого, мы уже там сходили к блогерам, ко всем русскоязычным, я сама уже через себя там это транслировала там какое-то количество времени, естественно, конечно, и это однозначно сыграло свою роль, но я не думаю, что это было чем-то решающим. Я очень люблю, когда я работаю на мероприятиях или когда я просто прихожу в магазин, и приходят клиентки и говорят: я на вас подписана. Мне приятно именно не потому, что этот человек просто на меня подписан, и что у меня такое там звезда во лбу, что я такая классная, а мне приятно, что люди доверяют мне, и что люди через меня находят что-то свое. То есть для меня это такой, это как проводник, моя вот эта помогающая моя миссия, она через это тоже выражается. Даже не знаю, что добавить к этому, кроме того, что это очень интересно. То, что я для себя отсюда забрала, кстати говоря, это то, что вы сделали пробное мероприятие, чтобы посмотреть, видимо, есть ли аудитория или нет. Какие у вас были, не знаю, как это по-английски называется, бенчмарки, то есть фактор того, что вы открываетесь или не открываетесь? Как бы вы определили, что вот, например, точно да или точно нет? Но судя по тому, что у вас не хватало места, помещения, это точно да. В общем, как все было? Таня оставила форму для заявки. Я заполнила эту форму, и очень долго не было никакого ответа. Наверное, я просто не подошла, меня не рассмотрели и все такое прочее. Но потом одним прекрасным осенним днем я получила WhatsApp-сообщение, там: «Привет, я Таня Либерман, вот ссылка на Zoom, завтра встречаемся со всеми, кто оставлял заявку, я расскажу про бизнес». И на этом звонке было, наверное, человек 30, те, кто подавал заявку. И самое интересное, что мы потом с мужем пересматривали эту запись там для каких-то своих моментов, и активную беседу во всем этом вели 3 человека. Таня, я и еще одна девочка, которая вторая купила франшизу. Вот, то есть изначально, видимо, наше поведение, наш интерес уже был понятен, и я сразу после этого звонка, поскольку это был конец года, открывать компанию в конце года в Германии не разумно, да, потому что это
упирается сразу в огромное количество трат. Я сказала, что я буду открывать компанию с Нового года, но давай сделаем тестовое мероприятие. Одним днем приезжает Таня, мы арендуем какое-то помещение или находим там дружественное помещение, туда приходят люди, мы смотрим, что это за люди, сколько их, да, сколько они готовы тратить денег, какой у них там будет средний чек и так далее. Я не могу называть суммы, потому что это не выручка моей компании, я не несу за это ответственности, но я знаю, что это был на тот момент лучший поп-ап из всех, которые проводила компания за все годы своего существования. Я знала, что в Берлин переехало очень много русскоязычного сообщества, которое так или иначе там может быть в этом заинтересовано. Это там платежеспособные, современные, интересные люди, которые готовы покупать украшения, и, возможно, они их покупали до этого. Вот. В общем-то, моя теория, собственно, и подтверждается по сей день. Тупой вопрос сейчас пойду, знаешь, в духе, вот у вас ювелирный бизнес, у вас там украшения, а вы убираете украшения на ночь куда-то в сейф? Я не знаю, могу ли я отвечать на этот вопрос из соображений безопасности. Давай так, представь, что я вот прохожу мимо твоего магазина ночью. Я увижу украшения или нет? Да, ты увидишь украшения в витрине, но у нас есть сигнализация, у нас есть видеонаблюдение, и у нас есть сейф, который невозможно вынести, который ставила 4 мощных мужика, которые просто надо было... Это вообще одно из самых, наверное, впечатляющих моментов перед открытием, когда эти 4 мужика тащили этот сейф. Сейф весит, по-моему, 400 килограмм. Тащили этот сейф, чтобы его установить, и он еще там прикручен к стене и очень серьезно закрывается. Сейф сам по себе стоил очень много денег. И это требование, и все застраховано, это требование страховое, без этого... Ну, опять же, мы живем в Германии, да, здесь у всего есть какое-то свое требование, свой какой-то норматив, что хорошо с одной стороны и плохо с другой стороны, да, что у тебя слишком много заморочек, но ты знаешь, что в противном случае ты защищен. Да, то есть у тебя есть страховка, которая требует покупку такого дорогого сейфа и установку видеонаблюдения и сигнализации. Ну, оно как бы логично, но в таком случае ты защищен. Очень круто, что это сделано на уровне требования, а не так, что человек там решил, хочет, не хочет, а сразу. Нет, ну если ты хочешь, ты можешь не делать страховку, тогда ты никому не обязан. Но как бы если ты хочешь защитить свою спину, то, конечно, ты это будешь делать. Наверное, если бы мы были брендом из уровня Cartier или там Bulgari или каких-то других дорогого сегмента, да, но в среднем наше украшение стоит там 200, 250, 300 евро, и оно с точки зрения лома, да, ну то есть вот условно, если его украли и сдать его в лом, оно не будет стоить сильно дорого, потому что оно несет в себе коллекционную ценность из-за камня, да, то есть из-за того, что это ручная работа, из-за того, что это вот такое one of a kind украшение с натуральным камнем, которого больше нигде ни у кого в мире нет. Оно одно такое. Или там просто серебро, потому что это лом серебра, оно будет стоить совсем недорого, поэтому мы уже за 2 года видим зондирующих почву людей, которые заходят, интересуются в магазине, осматриваются по сторонам, ну, так это все уже очевидно, понятно, но они не возвращаются, потому что им это неинтересно. Они понимают, что у нас нет золота, у нас нет бриллиантов, у нас нет того, что можно продать условно на черном или там на вторичном рынке, или влом, и получить за это большие деньги. Слушай, ну это очень удобно вообще, потому что это добавляет какой-то безопасности. Все равно мы не застрахованы от каких-то краж, просто в магазине, на мероприятиях, и когда особенно у нас было несколько выездных мероприятий, даже по Берлину, определенную категорию людей мы видим, которые подходят и явно делают все, чтобы отвлечь, чтобы украсть, но как бы мы тоже не пальцем деланы и уже тоже это все знаем. В общем, это очень сильно предотвращаем. Но, опять же, мы от этого застрахованы. Слушай, а ты говоришь, вот вы, это, получается, твоя команда. А кто работает у вас в команде? Сейчас у нас команда состоит из меня и еще 4 коллег в штате. Все являются людьми с русскоязычным бэкграундом, так скажем, да, кто-то выходец из Беларуси, кто-то выходец из России, кто-то
с украинскими корнями. Ну, в общем, такой очень разноцветный постсоветский букет. Как устроены процессы в самом бизнесе? То есть, получается, как это вообще работает? У вас есть какой-то ассортимент, который вам дает там основной магазин головной, и потом вы его расставляете у себя. Как у вас происходят закупки? Как у вас происходит там анализ того, что там докупать, не докупать? Вот эта вот часть, как она устроена? Где вы вообще закупаете? Вам присылают это все? Когда мы только начинали, в самом начале был так называемый вот этот первый большой заказ, который формирует сток, да, то есть большой заказ, много килограммов красивых украшений. Этот заказ был сформирован Таней, потому что еще мы не знали весь ассортимент, там всяких нюансов, то есть какой-то этот момент был сформирован ей. Но что касается выбора камней, да, то есть украшений с натуральными камнями, это все отбираю я, в основном я лично, но мы всегда делаем это вместе с командой, то есть мы обсуждаем конкретно там картинки, рассматриваем, выбираем, потому что, как я уже сказала, каждое украшение с натуральным камнем, оно в единственном экземпляре, и то есть оно, например, будет тогда только у нас. Такого второго нет, никогда не было, нет и не будет, потому что рисунок натурального камня, он уникален, и сочетания какие-то камней, они уникальны. Закупки все формирую я сейчас, то есть я как бы выполняю роль не только бизнес-оунера, но и сейчас как управляющего магазином. Соответственно, весь анализ, все закупки, это все на мне. Я могу только обсудить, например, с командой, в каком количестве они готовы с этим работать. В целом устроено так, что у нас есть менеджеры, которые закрывают онлайн-магазин и офлайн-магазин, то есть человек, который работает, условно, вот сегодня суббота, сегодня человек работает в магазине, он же и консультирует во всех соцсетях, в мессенджерах. В целом для бренда характерен очень вот этот подход близкий с клиентом. То есть клиент пишет там, а помогите мне определить размер, а подберите мне там вот это, а покажите, что у вас есть вот с таким камнем. То есть он не идет в первую очередь на сайт, а он идет к нам в мессенджеры. Или, например, точно так же человек может пойти просто сам на сайте сделать заказ, и тот человек, который сегодня работает, он этот заказ упаковывает, и вызывает курьера, отправляет это все уже в доставку. Есть какие-то, естественно, операционные вопросы, которые там бухгалтерия, я не знаю, вот эти все счета прекрасные. На это у нас есть отдельный человек, который занимается такой завхоз. Вот это вот моя правая рука и с функцией завхоза, которая может, я не знаю, начиная от заказать там шарики к открытию или там, не знаю, заказать партию упаковки нашей, заканчивая вот бухгалтерией, это все на ней. Вот. Ну и всякая аналитическая часть, это все на мне. Мгм. Слушай, а по процентам содержания что у вас лучше идет? Онлайн-магазин или оффлайн, когда к вам приходят и покупают? Онлайн-магазин больше. С помощью доставки вы можете как бы по всей Германии отправлять или по Европе тоже? Мы шипим по всему миру. У нас уже за вот 2 года работы, 2,5 года работы сайта у нас уже не осталось континента, куда... Нет, наверное, в Африку мы еще не доставляли. Но мы доставляли в Австралию, мы доставляли в Новую Зеландию, мы доставляли в Казахстан, мы доставляли в Турцию, мы доставляли в Америку. Если постоянный клиент бренда, мы говорим, да, все-таки постоянный клиент бренда, он хочет купить какое-то уникальное украшение, то он пойдет изучать все сайты и смотреть на всех сайтах, то есть и на российском, и на израильском, и на нашем, и на чешском, чтобы найти, что ему нужно, потому что, ну, как бы мы не можем диктовать клиенту, на каком сайте заказывать. А сайт как вы поддерживаете сами или вам помогает, как это, головной магазин? Нет, сайтом тоже мы занимаемся сами полностью. Изначально на этапе запуска, конечно, мы привлекали специалиста, который на базе Shopify все, ну, как бы настраивал, выстраивал, и потом какую-то поддержку оказывал, но потом это сошло на нет, потому что, в принципе, мы сами научились какие-то мелкие вещи делать, ну и уже в таком объеме не нужно. Есть еще какие-то IT-сервисы, которые вы используете в своей работе? Есть мой муж, который написал определенную программку сам, ну, вот какой-то скрипт сделал, который помогает при бухгалтерской отчетности. Мгм. А бухгалтерскую отчетность по-прежнему готовит человек?
готовит человека, и потом мы все это отправляем оператору. И, ну, как бы у нас что оператор, он же закрывает бухгалтерию, то есть вот, ну, именно вот буххальтунг, да, то есть вот этот месячный, ежемесячный отчет и ну, налоговые отчетности, и также он закрывает все вопросы с сотрудником, то есть зарплаты, там, не знаю, больничные, вот это вот все, там, найм, трудоустройство, увольнение, это тоже все через его компанию идет. В общем, я правильно понимаю, что вот эту всю часть, которая связана с немецкой бюрократией, с немецкими правилами, просто делегировали на ребят, которые все это уже знают? По-другому нельзя. ГМБХ не может самостоятельно сдавать отчетность. ГМБХ всегда должен сдавать отчетность только через налогового консультанта. Мой любимый вопрос. Были ли моменты, когда хотелось все бросить и уехать, или бросить бизнес, или бизнесы, или работу, и все вместе? Работу основную, наверное, нет. Бизнес, конечно, да. И мне кажется, такие волны случаются, не знаю, раз в несколько месяцев. От разных ситуаций они могут случаться. Могут быть какие-то пертурбации внутри команды. Вот у меня, например, как сейчас летом полностью поменялась команда, кроме моей помощницы Алины. Полностью все ушли, все ну, старые, назовем это, да, как опытные сотрудники, и пришли новые, и это очень был такой тревожный и тяжелый период, когда нужно было обучать, да, новых сотрудников. Это все очень требующие вещи. Или когда какие-то вопросы по налогам, или когда, ну, просто периодически, конечно, хочется. Но, опять же, наверное, вся моя база знаний в тайм-менеджменте, планировании, вообще вот в этой области дает мне опору на то, что как бы не сдаваться. И вот эти сложные периоды, ну, как бы, да, они случаются, да, они бывают, ну, что делать? Да, поплакали, пошли дальше. Быть владельцем бизнеса — это везде непросто. Надо просто понимать, опять же, в чем твой приоритет, как бы просто не останавливаться. Как ты изменилась за последние 2 года, пока ты вела бизнес? Я думаю, что я стала более выносливой, более терпимой к разным моментам. Взрослость появилась, наверное, какое-то понимание каких-то процессов, моментов. А ты как-то проходила какие-то, не знаю, сейчас модно говорить, обучение, наставники, инвестиции? У тебя были какие-то подобные опыты, может, положительные или отрицательные? Если мы говорим про именно бизнес-область, то нет. Это то, куда я, наверное, хотела бы двигаться в каком-то обозримом будущем, но я хочу пойти не в какой-то коучинг, наставничество, я хочу пойти в бизнес-школу нормальную, какую-то типа MBA сделать или что-то такое. В принципе, я об этом думала еще до открытия бизнеса. Но у нас было большое обучение от франшизы, которая в целом погрузила меня в какие-то процессы, которых я даже раньше не подозревала. И, наверное, общение с другими бизнес-оунерами и бизнесменами. Это, конечно, ну, то есть все бизнес-комьюнити, которые существуют. Ну и, конечно, поддержка моего мужа, который неоценимый вообще просто во всей этой истории человек. Без него бы ничего не было. Так, окей. 3 причины запускать бизнес в Германии. Комьюнити, опыт, заработок тоже. Будем будем считать, что это тоже причина. 3 причины не запускать бизнес в Германии. Бюрократия, и налоги, стресс и, наверное, постоянная необходимость контроля. Если ты малый бизнес, все таки это непросто. Какие у вас планы по вашему бизнесу дальше? Наши планы — это дальше завоевывать Германию и продолжать завоевывать Европу. Мы уже замахнулись на Нидерланды, на Италию, Испанию. Это то, где мы уже были, куда мы приезжали с нашими мероприятиями, куда мы возвращаемся. И в следующем году, я надеюсь, туда добавится Бельгия и Франция. Ну и, собственно, наверное, монополизировать рынок Берлина и Германии в русскоязычной среде очень хотела. Ну, не монополизировать, ладно, это слишком амбициозно и, наверное, мало реалистично, но покорить эту вершину. Спасибо, что были с нами. Если вам выпуск откликнулся, обязательно подписывайтесь и оставляйте комментарии, что вам понравилось больше всего.
Это все помогает нам привлекать еще больше предпринимателей, которые могли бы рассказать честные, открытые истории про то, как они строят бизнес в новых для себя странах. Следующий выпуск будет про бьюти-средства, которые основательница сделала без опыта сама на европейских фабриках, что для меня оказалось самым ценным опытом. Поэтому обязательно ждите его и не пропустите.